Всем привет! Сегодня я хочу показать вам, как вот из такого вот хлама, обломки всяких детских игрушек, конструкторы, лего, шмега, всякая такая вот, разноцветный пластик, сделать вот такой цилиндрик для какой-нибудь заготовки. И жду ваших советов о том, что можно из него делать. Цилиндр получился красивенький, нормальненький, прикольненький, но что из него можно сделать, я еще не знаю. Возможно, полежит месяц-другой, пока придумаю. Ну и мы его поточим, покажу, как отлить, как прессовать. И поточим, посмотрим, что из него получится. Поехали! Первым делом выбрал у своего сына ненужные ему уже детали от всяких конструкторов, машинок и так далее. То, что он разрешил взять. Ни в коем случае не берите у ребенка игрушки по своему усмотрению, потому что потом вам жизни не будет. Обязательно нужно его разрешение. Вспоминать вам будет любую игрушку, которую вы возьмете без его разрешения, долгие годы. Это уже проверено. Итак, я беру вот эти всякие детальки и кромсаю на куски. И хочу посмотреть, что из этого получится. Сегодня я хочу, опять же, выплавить также в форме, но уже зажимать под хороший пресс, под хороший вес. Так, ну вот я продолжаю, дальше вам покажу, что получится. Пластик готов, форма готова. Форма — это банка от ВДшки, потому что я так думаю, что пластика будет все-таки маловато. Это он пока форму такую держит, потому что и углами и так далее. Вот. И духовку я решил сегодня поставить на попа. Вот так вот. Чтобы спирали, тены вернее, стояли по бокам от банки с пластиком. И чтобы верхний тен не припекал, не прижаривал сверху пластик. Попробуем плавить так. Ну а сейчас я засыпаю пластик и ставлю в духовку. Получается вот такая вот кашка. И я сверху подсыпаю свежего пластика и трамбую. То есть вытаптываю, стараюсь, чтобы выгнать оттуда пузыри. Посмотрим дальше, что получится. Вот что получается с детских игрушек. Вот бы она внутри такая была. Без пузырей и вот так вот спекшаяся друг с другом. Прям как краска растеклась. Ну вот, теперь остынет. Остывать она будет долго. И попробуем ее проточить в станке. Посмотрим, какие будут поры. Что тут, короче, получится. Получится ли она такой красивой, как я ее задумал. Все-таки я решил немного подстраховаться. И взял ижевский поршень. Он почти по диаметру банки от ВДшки. И в тиски зажал я, короче, вот так вот это все дело. Сжал. Возможно, поможет для выдавливания всяких пузырей, для уплотнения. Но стянул туго. Теперь будем ждать. Получилась вот такая вот заготовка. С виду как вроде монолитная. Посмотрим сейчас, в станок зажмем, проточим. И будет видно, что тут на самом деле, что в середине. Вот эти вот потягушечки такие, заусенцы. Это я подозреваю от того, что когда я уже поршнем сдавливал в тесах, то есть от банки, от краев уже начало застывать, и я когда стягивал, скорее всего, вот это вот потянулось. А так, прямо здесь вот красиво получилось. Короче, будем сейчас посмотреть, что будет. Вот, закрепил я ее в станок, закрепил напрямую, то есть без всякого анкера, без всякой шпильки. Попробовал рукой, вроде жестко. Вроде нормально держит она, чуть-чуть играет. Но посмотрим. Сейчас, если что, обработаю торцы поровнее и по-другому зажму. Может быть, подопру задней бабкой. Сейчас мне нужно сбить вот здесь край. А потом посмотрим. Поехали.
Что-то получается. Так, мне надо ракурс камеры поменять. Сейчас я выключу, а то вам торец не видно совсем. Вот так вам будет лучше видно. Торец уже видно, наверное, да, что вроде неплохо получилось. А сейчас пойду по плоскости прогоню. Так, да. Да. Где моя щетка? Где моя щетка? Вот. Опа. Поехали. Что-то выходит, вроде сплавилось. Плохо перемешал цвета. Где-то больше желтого, где-то больше красного. Но красный у меня и преобладал. Так, ну проточу еще. Неплохо выходит, только блеска нет почему-то. Прошлые разы я точил. Ага, потому что разный пластик у меня здесь. Обозначение пластика на игрушках всегда обычно ставят на упаковке. А так как с этих игрушек упаковок уже нет, я его просто намешал. Поэтому есть вот которые куски блестят, а есть которые матовые. То есть матовые, их блестящими не сделаешь. В следующий раз буду знать, что надо сортировать чуть-чуть
Блестящая отдельно, матовая отдельно. Тут какая-то получилась. Так, ладно. Сейчас я переверну его наоборот. Тот торец посмотрю, что получится. Это у меня была верхушка, где поршнем придавливал. То есть это пластик последний, который плавился. И он сплавился прям красиво, в единое целое. А сейчас посмотрим, что на дне. Потому что с этой стороны пластик, он плавился дольше всего, то есть с самого начала. И мне аж интересно узнать, что с пластиком происходит, когда он, скажем так, долго находится в духовке при температуре 320 градусов. Сейчас мы это узнаем. Влияет ли... Короче, мы узнаем, влияет ли нахождение, или как время нахождения в печи на пластик, или не влияет. Как-то так. Что бы получилось? Почти отлично получилось. Опа, а тут мягкий кусок какой-то. Это все неоднородность пластика. Так, а зато что интересно, что здесь больше блеска, чем здесь. А может, кажется. Так, надо сейчас вот это сточить, пузырь. Это тут как каучук какой-то красный, вот этот вот. Если вам видно, вот этот вот кусок мягкий, как каучук. И он выперл сюда аж пластик. Сейчас я попробую его сточить, чтобы не было совсем. И что это? Вот оно. Ух ты. Ну, я в следующий раз буду знать, что... Ага, это я какую-то пробку бросил. Силикон не силикон, но она вот мягкая, не расплавилась даже. Теперь я буду знать, что обязательно нужно следить. На своем опыте убедился. Вы мне писали в комментариях, что обязательно нужен пластик одной марки. Никогда бы не подумал, что мягкий пластик, каучук или силикон,
не расплавится в печи. Придется его сбивать полностью. Сейчас собью. А то как-то некрасиво получается. По кусочек такой один или нет. Застряло или нет? Нет, это просто чуть не подрезал. Во! Интересная получается тоже штука, как вариант. Вот только что делать с такого разноцветного пластика, я еще не знаю. Может быть, подскажете мне, куда пойдет вот такой вот пластик. Так, я, наверное, сейчас его опять чуть-чуть проточу. Переверну и с той стороны поглубже врежемся. Поиграемся с ним. Не железо, пойдет и так. Ну-ка попробуем сейчас здесь. Может тоже такой кусок попадется. Каучуковый. По-моему, даже уже где-то был. Вот он, каучук этот. Вот она, мягкая. Собака. Пробка из-за него образовалась. Блин. Так, ну вот что выходит. Пузырик один есть, а внизу нет. Да, сверху один пузырик, второй пузырик, третий пузырик. Это последние закладки, которые я уже, можно сказать, не трамбовал. То есть заложил, она сплавилась. Ну, с расчетом на то, что я их все равно сотру
эту верхушку. Вот, а середина и самое начало лучше всего получилось. То есть получается дольше запекать нужно. И тогда получаются детальки намного лучше, чем вот это вот последнее. Смотрите, как здесь спеклось. Это дно. И как здесь спеклось. Но здесь тоже все спеклось хорошо. Единственное, что вот несколько пузырей все-таки присутствует. Так, ну что, жду ваших предложений. Что делать вот с этим вот. И что еще. И все. Подписывайтесь на канал. Делитесь моим видео обязательно. Ставьте лайки. Жду ваших комментариев. Добрых, недобрых, негативных. Особенно я жду вопросов, почему тебе делать нехер и так далее. Все. Всем пока, всем удачи. До новых встреч.